Этот мир не устает удивлять нас порочностью некоторых своих представителей. Невозможно представить, что творится в их узких головах и черствых сердцах. Наша сегодняшняя история началась с прогулки в лесу в окрестностях Майами. Джорджина Миллет с племянником ехали верхом на лошадях по проселочным дорогам. Свернув на одну из них, они поняли, что слегка запутались, но, как оказалось, в этом была рука провидения. Дорога вильнула в очередной раз, перешла в едва заметную тропинку, и глазам людей открылась странная картина. За бревном лежала старая самодельная клетка, в каких обычно переносят или временно содержат кур и другую мелкую домашнюю птицу. А внутри, за прутьями, в скрюченном состоянии лежала собака с прозрачными голубыми глазами. «Воды!» — крикнула Джорджина племяннику и соскочила с лошади. Она протянула собаке поданную ей бутылку с водой, и та выпила ее мгновенно. В благодарность собачка завиляла хвостиком из последних сил. Женщина буквально разорвала клетку, давая возможность выйти на свет маленькому существу, но малышка, похожая на белую лисичку, не смогла сделать даже этого. Она поползла наружу и застряла. Тогда Джорджина сама вытащила узницу из ее камеры заключения и осторожно положила на траву. Ситуация была такая, что без слез не взглянешь. Собака не могла ходить. Она лишь ползала на локтях, вытертых до кожи. Было похоже на то, что она провела в этой клетке много месяцев, не имея возможности распрямиться. «Я никогда не видела ничего подобного», — говорит спасительница собаки. Ее когти выросли и согнулись так, что впились в подушечки лап. Было видно, что эти лапы никогда не бегали по земле, когти не стачивались, собака не жила, а существовала в муках. Племянник женщины предложил уйти и вернуться сюда с машиной для перевозки животного, но Джорджина не смогла оставить беднягу. Малышка смотрела на нее с такой надеждой и благодарностью, а ее хвостик бил по траве без остановки. Женщина положила собачку на спину своей лошади и осторожно тронулась в путь. Спустя некоторое время они были дома, и Джорджи смогла оказать песику первую помощь. Она назвала маленького питомца именем Лаки. Когда хозяйка купала бедную девочку, она заметила, что ее тело покрывали колотые раны. Возможно, от острых прутьев клетки. Хотя Лаки было очень плохо, она без остановки лизала руки Джорджине, проявляя свою любовь. Через несколько дней малышке стало немного получше. Местная группа спасения животных GTS Husky Rescue узнала о произошедшем из социальных сетей. Представители группы пригласили Лаки на бесплатное обследование, на что Джорджина с радостью согласилась. Ветеринары установили, что собачке от 2 до 3 лет, и в течение немалого периода времени она выживала без регулярных приемов пищи. Также Лаки сделали рентген всех лап. Скорее всего, причиной деформации конечностей является содержание животного в тесной клетке, хотя, возможно, собака получила травмы, которые потом никогда не лечились. Существует и небольшая вероятность врожденных генетических отклонений, рассказали врачи. Так как Лаки не могла пройти без остановки больше, чем несколько шагов, ветеринары сразу озадачились тем, как улучшить ее качество жизни. Пациентку отвезли к хирургу-ортопеду, но он не рекомендовал делать операции, так как это будет очень болезненно и не обязательно приведет к хорошему результату. Зато, как только здоровье Лаки позволит, для нее изготовят 4 протеза, научат передвигаться и даже бегать. Сейчас девочка проходит реабилитационное лечение на ранчо GTS Husky, где волонтеры занимаются подобными случаями. Она наслаждается своей первой в жизни личной кроваткой, теплым общением с людьми и животными, вкусной и обильной едой. Эта собака одна из самых сладких в мире. Она извивается всем телом, ползет навстречу людям, а она бесконечно рада своему спасению. Говорят волонтеры. Что же, пожелаем крошке Хаски только самых лучших дней. Она заслужила свое маленькое счастье, и пусть оно останется с ней до конца жизни. Дорогие зрители,
Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До свидания.